Приветствую вас на канале 2D 3D графика, и сегодня мы поговорим о замечательном скрипте, который называется Copy-Paste. Данный скрипт позволяет буквально в один клик переносить вашу 3D модель из одного 3D пакета в другой. Допустим, вы работаете не в одной программе, а в нескольких, используя при этом Cinema 4D, Blender, Maya или что-то другое. Так вот, чтобы перенести модели между этими 3D пакетами, нужно сделать достаточно много телодвижений. А данный скрипт позволяет делать это буквально, как я сказал, в один клик. Давайте посмотрим, как он работает. Для того, чтобы вызвать данный скрипт, нам нужно перейти в вкладочку Extension, User Script и выбираем здесь Copy-Paste. Открепляем инструменты скрипта, нажимаем на вот этот напильник. Хорошо. Вот у меня уже в Cinema 4D есть такая модель башенки. Это игровой пропс. Давайте включим здесь тени, чтобы смотрелось более интересно. И с помощью своего самописного скрипта отключу вот этот грид. Чудесно. Для того, чтобы перенести вот эту модель из Cinema 4D в Blender, нам нужно выделить все элементы модели, или же нажать Ctrl-A. Команда выделяет все. После этого кликаем на команду скрипта Copy Cinema 4D. Перейдем в Blender. И здесь данный скрипт располагается в закладке Object. Опускаемся вниз, ищем здесь Copy-Paste, и нам нужно это все вставить. То есть я нажимаю Paste, Import. Буквально в один клик, и модель залетает из Cinema 4D в Blender. Чтобы нам не мешал данный грид, мы можем его отключить и отключить оси. Вот так. Да, здесь, видимо, лишняя доска, удалим ее. Вот так все довольно просто делается. Для того, чтобы обратно перенести с блендера модель в Cinema 4D, мы делаем также подобные манипуляции. Давайте я здесь создам новую сцену. В блендере выделяю все, прижимаю клавишу A, Select All, выделил, ищу данный скрипт, Object, Copy-Paste, Copy-Export, перехожу в Cinema 4D и здесь нажимаю Paste Cinema 4D. И буквально через секунду модель залетает в данный софт. Все довольно таки просто, эффективно. Скрипт позволяет экономить ваше время, делать вашу работу более быстрой и, как следствие, продуктивной. Теперь касательно установки данного скрипта. Вы получите вот такой архив. Его нужно распаковать. Я это уже сделал. Вот он. Заходим внутрь. И здесь у нас есть скрипты для Blender, для Cinema и для Maya. Переходим в папочку Cinema 4D. Я использую вот данный архив. Извлекаю оттуда скрипт. Кто не знает, как это делается, правый клик, извлечь. Вот. У меня эта папочка уже извлечена, потому я не буду повторяться. Кстати, данный скрипт работает также на самой новой версии на сегодняшний день, для версии 2023. Берем вот этот аддон и кликаем на вашей версии Cinema 4D, расположение файла, делаем правый клик, расположение файла, переходим в библиотеку, здесь у нас есть скрипты, и просто копируем сюда скрипт. Или же перейдем в Cinema 4D, Extension, дальше Script Manager, открываем вот эту папку OpenScripts, вот, перейдем в папочку непосредственно скрипт и перетаскиваем сюда Copy-Paste. Для Blender вы делаете подобные манипуляции, ищем папочку Blender, и вот этот скрипт мы перетащим в расположение скриптов или аддонов для Blender. На ярлыке Blender кликаем правой клавишей мышки, расположение файла. Здесь перейдем в версию вашего Blender, ищем здесь скрипты, аддоны и добавляем простым drag-and-дропом сюда данный скрипт.
Я этого делать не буду, так как у меня он уже установлен. Данные ресурсы вы сможете найти на моей странице Boosty, ссылка в описании. На этом все. Надеюсь, вам понравился данный обзор. И если да, не забудь поставить ему лайк, а также немаловажно, подпишись на канал, чтобы не пропустить новые выпуски.